Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS, и пришло время поговорить про eFootball 2022. Не то чтобы мне прям сильно хотелось, но поскольку мы давно не говорили про этот шедевр игровой индустрии от Konami, пришло время этим заняться. К сожалению, поводов все еще не так много, но тем не менее они есть, и в сегодняшнем ролике мы обсудим последние новости по eFootball и чего стоит ожидать от Konami в ближайшие месяцы. А поверьте, Konami выходит на финишную прямую, поскольку не с горами уже весна, и там уже будет версия 1.0.0. Но обо всем по порядку. Но перед тем, как мы приступим, не забудьте проверить, поставили ли вы лайк под этим роликом. Ну и не забывайте делиться своим мнением в комментариях под этим видео. Именно ваша активность под роликами все еще помогает роликам продолжать борьбу с алгоритмом YouTube, который все еще душит наш канал. Поэтому не поскупитесь на лайк и комментарий, вам не трудно, а мне будет очень приятно. Ну и в целом вы так поможете каналу. Ну а если вы находитесь здесь впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы приступаем. Поскольку в прошлом году Konami плохо поработали и выкатили нам на релизе достаточно посредственный продукт, в этом году они выходят из отпуска чуть пораньше. И уже в начале прошлой недели приступили к работе над eFootball 2022. Все это, конечно же, со слов Ренана Гальвани, поэтому в этом есть как доля правды, так, возможно, немного и лукавства. Но так или иначе, работа над исправлением игры ведется, и нам стоит лишь ожидать, когда Konami наконец-таки представит обновленную дорожную карту, в которой поделятся новым контентом и планами на игру, поскольку с момента переноса версии 1.0.0 мы до сих пор не знаем, чего ожидать, и что мы получим по итогу весной. Поэтому, как я и сказал ранее, в середине данного месяца, ну или по крайней мере в начале уже следующего, а именно в феврале, нам стоит ожидать новую дорожную карту. Также появился небольшой слух касательно мобильной версии игры, а в частности, как она будет по итогу играться и в целом работать. Появилось предположение, что мобильная версия eFootball будет располагать такими же настройками графиками, какими располагает мобильная версия Fortnite. Пример подобных настроек вы наблюдаете на своих экранах. Вкратце говоря, у мобильной версии Fortnite есть возможность выбрать графику, FPS и качество загружаемых текстур, что позволяет мобильным игрокам также взаимодействовать с игроками на ПК и консолях нового поколения. И предполагается, что мобильная версия eFootball будет работать по такому же принципу, что и позволит ей поддерживать кроссплатформенность и с другими версиями игры на более взрослых платформах, если можно так выразиться. Правда, это пока не более чем предположение, воплотится ли оно в жизни или же нет, пока нам неизвестно, но стоит принять к сведению как минимум. Также, если верить словам Ренана Гальвани, несмотря на провалы eFootball и в целом такое себе отношение к данной игре, бразильские клубы и в целом лиги пока не задумываются о том, чтобы покинуть серию и убежать к той же FIFA, например, поскольку отношения между бразильцами и FIFA достаточно напряженные. И поэтому, несмотря на все провалы eFootball, ожидается, что соглашение будет продлено. То есть, несмотря на такие себе цифры, принятие в интернете, в целом мнение об игре, Konami и Бразильская Федерация Футбола планируют продолжить сотрудничество. Также вкратце упомяну о небольших слухах, которые ходят в комьюнити игры. А в частности, есть предположение, что 27 января, в день, когда UFL планирует продемонстрировать первые кадры своего геймплея, Konami также сделают какой-то шаг и выкатят то ли небольшое обновление, то ли какую-нибудь информацию касательно игры и все в таком роде. К сожалению, подтверждения тому нет, да и поскольку Konami не особо активничает по поводу своей игры, а в частности информация и каких-либо мини-апдейтов, скорее всего, нам ничего не стоит ожидать. И это была вся известная информация касательно eFootball 2022 на данный момент. Предлагаю вам проследовать в комментарии, чтобы обсудить все это дело поподробнее, ну и заодно выразить свое мнение по поводу услышанного. Ну и помимо комментариев, не забывайте поддерживать данный ролик своими лайками, поскольку это также немаловажно, и именно ваша активность помогает каналу бороться с алгоритмом YouTube. Если же вы находитесь на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на нашем канале. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся уже очень и очень скоро. Всем пока, дорогие друзья.